50 километров от Кишинева по холмистым кодрам, пересекая сады, виноградники, леса. И вдруг... Нет, к этому невозможно привыкнуть. Сколько ни являешься сюда, всякий раз эта картина застает тебя врасплох. Это вовсе не горы. Глубокая каменная чаша вырезана в скальной породе рекой. Гигантская полость утраченного Грааля, провал в бездну, кратер доисторического инферно. Природа подбросила людям редкий подарок, сделав самую сложную и невыполнимую работу. Приток Днестра Реут, точно меандр, дважды разворачивается в противоположные стороны, сотворив два живописных и одновременно защищенных полуострова. Это все и есть старый Орхей. Любимый открыточный вид современной Молдовы, место туристического паломничества, место современных эзотерических экспериментов и альпинистских вылазок, как принято говорить, место силы. Да все что угодно, кроме самого главного. Это не место памяти. Это, скорее, место забвения. Из тысяч людей, приезжающих сюда и возвращающихся отсюда, никто и никогда толком не расскажет о том, что же это такое старый Орхей. Ну, кроме того, что, мол, когда-то молдавский город Орхей, Аргеев, находился вот в этом самом месте. Вот, собственно, и все. На краю обрыва охватывают смешанные чувства. Тут и высоко, и глубоко одновременно. И хоть память подло сопротивляется подлинным воспоминаниям об этом месте, мы постараемся впервые рассказать то, о чем все молчат. Все, за исключением самых важных свидетелей – исторических хроник, каменных руин и многолетних научных исследований. Старый или Ветхий Орхей в Молдавии искали словно легендарную Трою. Господарь и по совместительству член Берлинской академии наук Дмитрий Кантемир уверенно помещал древний Орхей к юго-западу от современного Аргеева. Впрочем, классик молдавской литературы Константин Стамати уже в первой половине XIX века опровергал Кантемира и предлагал искать Орхей именно тут, на извилистых поворотах Реута. И уже в XX веке тогдашний редактор кишиневских епархиальных ведомостей Василий Курдиновский привел серию аргументов о том, что Орхей мог находиться именно в этом месте между селами Трибужены и Бутучены, где все еще были видны грандиозные руины каких-то монументальных сооружений. По-настоящему интрига продолжилась уже в 1947 году, когда здесь начались археологические раскопки. И действительно, археологи обнаружили на обоих мысах, образованных течением Реута, и памятники эпохи позднего каменного века, и бронзового века, и железного века, и городища гетов, и даже обнаружили средневековый молдавский Орхей. Но подлинной сенсацией стало открытие здесь по-настоящему восточного города с банями, минаретами, мавзолеями. И мы знаем название этого города – Шехр-аль-Джадид аль-Махруса. Чуть позже, примерно в 50 километрах юго-западнее у села Костешты, будут открыты руины еще одного схожего по облику города. Два этаких Багдада или Самарканда, странным образом оказавшихся среди молдавских кодр. Вот это самый массовый материал – кухонная и столовая керамика, обнаруженные в скульптурном слое старого Орхея. Красная, рыжеватая, предназначалась для хранения напитков, масла, приготовления пищи.
А вот эта, покрытая затейливым орнаментом, символикой и глазурью, для пиров и приема гостей. Часто она изготавливалась из белой пористой глиняной массы, называемой кашинной. Точно такая посуда была характерна для городской культуры XIV века на огромных пространствах, от Византии до Средней Азии. Но особенно она свойственна была культуре монголо-татар этого периода. Вот это обломки каменных надгробий с высеченными на арабском языке сурами из Корана, а это, представьте себе, керамические трубы, остатки целой водопроводной системы. В том числе и такое вот удивительное приспособление – своеобразный распределитель водяных потоков по трубам. А это бесчисленные монеты, тысячи монет. Некоторые из них происходят из ближайших стран – Чехии и Галицкой Руси середины XIV века. Но абсолютное большинство монет совсем иного облика. Легенды на них отчеканены на арабском и тюркском языках. И именно эти монеты не только приоткрыли секрет появления восточного города на Реуте, но и позволили установить его название. Это монеты, выпущенные от имени наследников Чингисхана, ханов его самого западного Улуса Джучи, правителей гигантской империи от Дуная до Иртыша, Золотой Орды. Подавляющее большинство монет укладывается в интервал 50-х, начала 70-х годов XIV века. На них высечены имена знаменитых ханов Золотой Орды – Токты, Джанибека, Абдуллаха. Местом чекана монет с именем хана Абдуллаха назван некий город, именуемый Новым городом Богоспасаемым. Чекан был либо арабский, и тогда имя города звучало как Шехр аль-Джадид аль-Махруса, либо тюркский Янги-Шехр аль-Махруса. Это позволило исследователям предположить, что именно так назывался обнаруженный монголо-татарский или золотоордынский город на Реуте, просуществовавший, к сожалению, весьма недолго, несколько десятилетий. Золотоордынские монголо-татарские города XIV века в Молдове – это, конечно же, была не просто сенсация. Это то, что уже десятилетия смущает и одновременно разжигает любопытство исследователей. Но это и то, что до сих пор не в состоянии переварить местное культурное и просветительское сообщество. Cele mai importante vestigii din perioada Hoardei, cele mai spectaculoase, se află în spațiul dintre Prut și Nistru. Наиболее важные и впечатляющие открытия золотоордынского периода были сделаны на территории между Прутом и Днестром. Древности в облике восточных городов были найдены в Старом Архее, у села Трибужены Аргеевского района, а также в селе Костешты Яловенского района. Они ставят перед учеными серьезные вопросы. Причем вопросы не только истории Молдовы, но, как это ни странно, истории самой Золотой Орды. Конечно, нет ничего удивительного в том, что в этой зоне найдены восточные древности периода Золотой Орды. Удивительны, однако, масштабы этих древностей, состояние памятников, находок, а при более тщательном анализе вскрывается их уникальный характер. Находки хоть и кажутся схожими с объектами, найденными в других центрах Золотой Орды, однако они обладают своими localными особенностями. Caracterul deosebit, particular, chiar al unor obiecte care par asemănătoare cu cele descoperite în alte centre ale Hoardei de Aur, dar care prezintă anumite particularități locale. Конечно же, историкам всегда было известно, что после монголо-татарского нашествия и завоеваний Батыя, всей Восточной и Центральной Европы, земли будущей Молдовы надолго вошли в состав нового государственного образования Золотой Орды. După marea invazie mongolă, После нашествия монголов территория Нижнего Дуная оказалась под влиянием государства, сформировавшегося на территории Восточной Европы и Центральной Азии, которая откололась от Монгольской империи. Речь идет о Золотой Орде. Deci de la mijlocul secolului al XIII-lea
Până la 1369 С середины XIII века до 1369 года, в случае восточных территорий исторической Молдовы, это государство господствовало. Но власть тут осуществлялась не напрямую, а ea nu опосредованно. s-a exercitat direct, ci prin guvernatori. Территория Молдавии, по крайней мере, та часть, которая была приближена к Карпатам, не была пригодна для освоения монголами как кочевниками. Поэтому монголы тут предпочли пользоваться услугами знати местной. И мы знаем, что уже в 40-х годах некий представитель воложского населения возил дань в Орду так же, как и русские князья. Причем любопытно, что он отправлялся туда вместе с русскими князьями. Можно утверждать, что монголы как бы подровняли местных правителей под одну гребенку с русскими князьями. И, по-видимому, установили некий порядок, который в дальнейшем использовался и в молдавское время даже. Причем сохранилась определенная терминология, дошедшая в молдавский период существования данной территории из монгольского времени. Однако эффективная власть на территории будущей Молдавии была установлена несколько позже. Но вот столетия спустя, к середине XIV века, все круто меняется. Да, мы знаем, что именно в XIV веке Золотая Орда из кочевой империи все больше приобретает черты империи торговой, с чрезвычайно развитой городской жизнью. В Золотой Орде возводятся десятки городов, среди которых действуют роскошные восточные столицы ханов Сарай-Бату и Новый Сарай. Золотая Орда действительно становится высокоразвитой цивилизацией, все более золотой и все менее похожей на Орду. Монголо-татары завоевали в течение короткого времени огромные территории, создав империю, которая простиралась от современного Тихого океана до Адриатического моря, то есть это Средиземноморье. По территории империя превышала какое-либо из существовавших когда-либо государств. Безусловно, этой территорией надо было управлять эффективно. Поэтому они наладили систему эксплуатации данной территории. Причем система эксплуатации данной территории вовсе не ограничивалась исключительно военными средствами. Были проложены почтовые тракты, когда можно было доскакать из любой точки в течение считанных дней или месяцев в крайнем случае. Все заранее планировалось, обеспечивалось сопровождение и так далее. И вот на этих огромных пространствах в разных областях возникали городские центры. Городские центры были центрами эксплуатации, местами, куда стекались все те богатства, которые вынуждены были поставлять монголам завоеванные народы. Причем эти богатства нужно было реализовывать. Это невозможно было потребить самим. Это нужно было продавать в те земли, куда еще копыта монгольских коней не дошли. Например, была установлена прочная такая торговая связь с итальянскими городами. И осуществлялась она через теперешний город Азов на Дону, через Крым. Так вот, графики движения итальянских кораблей были так согласованы с графиками движения караванов из глубины монгольских степей, что они ожидали друг друга в назначенном пункте не более 2 дней. Это была
потрясающие координации даже для нашего времени. А что говорить о 13-14 веке? Так вот, города копировали те образцы, с которыми монголы сталкивались, и города, которые они завоевали. Китайские города, среднеазиатские города, города, находящиеся на территории современного Ирана и так далее. И в новых местах, в пустынных землях, они от нуля очень быстро сооружали города. Но вот в чем незадача. Новый город, или Шехр-аль-Джадид, по своему великолепию даже на фоне ордынских столиц отнюдь не смотрится этаким провинциальным городишкой. И дело не только в открытии тут многочисленных жилищ, мастерских, хозяйственных комплексов. Trebuie, în primul rând, să observăm Прежде всего необходимо обратить внимание на величину и уникальный характер обнаруженных тут объектов. Благодаря изучению старого архея были обнаружены следы одной из крупнейших мечетей Золотой Орды, 3 общественные бани, 2 римско-византийского образца и одна единственная, которую можно увидеть и сегодня, восточного облика – базар, мавзолеи, один из них окружен комплексом своеобразных помещений, которые служили захоронениями, и, конечно, следы масштабной системы водоснабжения. un bazar, mausolee, dintre care unul înconjurat de un complex de încăperi care serveau mormântul, urmele unui sistem de aducțiune a apei. В этом городе явно прослеживается претензия на нечто большее, чем просто служить торговой факторией на дальних западных пределах империи чингизидов. Если объединить функции туристического мотеля с неприступной каменной крепостью, то получится то, что называлось и называется в мусульманском мире караван-сараем, или постоялым двором для всех тех, кто сопровождает караваны в дальние странствия. Погонщиков, купцов. Именно такой караван-сарай, величественная каменная конструкция, и была обнаружена здесь, в городе Шехр-аль-Джадид. Первый этаж, судя по всему, служил для вьючных животных, а уже на следующих этажах находились комнаты отдыха для путешествующих. Престижная, центральная часть города Шехр-аль-Джадид, прямо напротив мечети. Середина XIV века. Время максимального расцвета Золотоордынской империи. Ее пространства в это время простираются от Иртыша до Нижнего Дуная. При хане Узбеке в Золотой Орде окончательно утверждается ислам в качестве государственной религии. По всей империи строятся мечети. Но самая большая, самая гигантская мечеть в это время строится здесь, в городе Шехр-аль-Джадид. Я как раз стою на развалинах минарета. И отсюда мне очень легко указать рукой в сторону Мекки. Я точно знаю, где она находится, потому что там, у восточной стены, археологи расчистили то, что называется михрабной нишей. Место, откуда имам вел намаз. А это обломки строительной надписи, обнаруженные при раскопках мечети. Из нее мы почти узнали имя автора постройки. Благотворитель, благочестивый приказал построить эту мечеть Алих Сан. Надпись, увы, обрывается. Ясно ли, что новый город Шехр-аль-Джадид являлся в это время авторитетнейшим духовным центром ислама, каким-то образом позволившим себе осуществить столь беспримерный архитектурный замысел. Но об этом говорит не только мечеть. Обычная яма, поросшая сорняком, вряд ли она привлекает внимание многочисленных туристов, которые здесь оказываются. На самом деле это остатки раскопок, которые здесь проводились более 60-летий назад. Тогда археологи обнаружили странную конструкцию из красного кирпича, тесаного известняка. Смысл этой конструкции доходит только в последнее время. Как сегодня считается, это руины своеобразного общежития для дервишей, ханаки или текке. Место, где непрерывно читался Коран, место, где хранилась библиотека.
Но Ханака – это не просто воплощение мусульманской духовной обители, приюта для паломников. Это в первую очередь место, в котором находят свое пристанище последователи одного из самых загадочных и мистических направлений в исламе – суфизма. Директор Института археологии Румынии Eugen Nicolae посвятил немало времени исследованию этого феномена именно на примере Старого Ахея или Шехр аль-Джадида. Este o clădire, din păcate, puțin cunoscută, săpăturile n-au fost publicate și acum este astupată. Dar din ceea ce se cunoaște, eu sunt convins că este un monument extraordinar pentru arhitectura islamică, dar și pentru istoria, să spunem, locală. Это здание еще плохо изучено, а результаты раскопок не были опубликованы. Сейчас оно засыпано землей. Но из того, что известно, а я убежден в этом, это уникальный памятник исламской архитектуры и, скажем так, местной истории XIV века. Ведь речь идет о мавзолее, вокруг которого были построены специфические помещения для тех, кто тут проводил службу. Такие конструкции назывались в исламском мире ханака или текке. Своим происхождением они связаны с Востоком, в частности с Ираном. Мы знаем, что рядом с могилами великих правителей и мыслителей, особенно суфийского толка, вырастали подобные захоронения конструкций. Людей хоронили рядом с важными личностями. Думаю, о таком же объекте речь идет и в Старом Архее. Этот памятник, конечно же, очень важен. И не потому, что он подтверждает существование суфизма на этой территории, а потому что науке до сих пор неизвестны примеры ханаке этого периода. Но некоторые находки золотоордынской эпохи из Молдовы особенно поражают румынского исследователя своей изысканностью и уникальностью. Un exemplu îl constituie două inscripții în piatră găsite la Costești. Din păcate, nu se știe din ce monument provin, care se află astăzi expuse la Muzeul Național de Istorie Naturală și Etnografie. Находка к настоящему моменту выставлена в Национальном музее истории и этнографии Молдовы. Она представляет собой огромную важность и для мировой литературы, и для истории и литературы Республики Молдова. Это древнейший из известных литературных текстов, найденных в этом регионе. Речь идет о двух двустишиях религиозного характера. В них смерть сравнивается с чашей, из которой каждый смертный должен отпить, или воротами, через которые каждый смертный должен пройти. Они подражают величайшему поэту ислама Абу аль-Атахия. Это поэт аббасидского периода, современник Харуна Рашида. Его работам еще очень много времени подражали после его смерти. Иными словами, это один из прекраснейших образцов резьбы по камню в исламском мире. Эта работа могла бы стать гордостью любого музея в мире. Unele dintre cele mai frumoase inscripții islamice și, repet, care ar face mândria oricărui muzeu din lume. Пластичный, гибкий, ищущий, веротерпимый ислам. Таким он предстает из раскопок Шехра аль-Джадида, где явно просматривается комфортное сосуществование нескольких этнических общин. А это еще одно удивительное архитектурное творение, столь непривычное для этих территорий, ни по своему устройству, ни по своему размаху. Чистота – это половина веры, так утверждал пророк Мохаммед. Именно по этой причине большинство средневековых мусульманских и современных мусульманских городов невозможно себе представить без бань, без хамамов. 3 таких бани были обнаружены и здесь, в Шехр аль-Джадиде. Это самая крупная из них, она около 1000 квадратных метров. Баня – это не только место проведения гигиенических процедур. Для мусульман и в древности, и сейчас баня – это место престижного общения. Там, где обсуждаются торговые сделки, новости караванных путей. А в далеком XIV веке наверняка в таких банях обсуждались и дальние-дальние военные походы. В этой конструкции интересно, конечно же, все. И большая площадь, и разделение на мужскую и женскую части, и система обогрева,
И каналы движения теплой воды, и сам факт возведения столь грандиозной постройки, опять же столичного уровня и шика. Да, все это смотрится впечатляюще. Ведь мы знаем, что Центральная Молдова была самой обезлюдевшей частью региона. Еще в XII веке тут почти замирает оседлая жизнь. Набеги половцев, а впоследствии вторжения монголо-татар заставляют местное земледельческое население искать убежище в Прикарпатье и на Буковине. И вдруг на пепелище в безлюдных лесах невероятный взлет. Складывается впечатление, что мы не договариваем о новом городе или Шехр-аль-Джадиде чего-то самого важного. И это все происходит во второй половине XIV века. Вернее, в самом начале второй половины XIV века. В общем, феномен небывалый. Более того, оказывается, что деятельность населения, которое находилось в этих городах, связана с известными историческими личностями. Знаменитым военачальником Мамаем, который был ханским зятем и который возил при себе одного из чингизидов, то есть ханского отпрыска по имени Абдуллах. Именно его именем чеканили здесь монеты, и, по-видимому, от его имени осуществлялось управление не только городом Старый Орхей, но и всей округой, которая ему подчинялась. На этой территории Мамай вместе с Абдуллахом оказались примерно через 10, может быть, 12 лет после основания города. Здесь же опять было значительное событие. Именно знаменитая битва при Синих водах, которая состоялась, ученые спорят, то ли в 1362 году, то ли в 1363 году на реке Синюха, это правый приток Южного Буга, то есть по соседству. Битва состоялась между тремя князьками ордынскими и великим литовским князем Ольгердом, или Альгердасом по-литовски. Монголо-татары проиграли эту битву. Литовцы продвинулись на юг, в степи, лежащие к северу от Черного моря, и, соответственно, стали распространять здесь свою власть. Именно в этот период литовцы захватывают значительную часть теперешних белорусских и украинских земель вместе с Киевом. И в это время они вплотную подвигаются к границам будущей Молдавии, то есть к Днестру. Но вот что происходит в Золотой Орде? А в Золотой Орде опять-таки усобица, меняются местами. И, по-видимому, в этот период внутренних неурядиц и внешней опасности со стороны Литвы, Мамай вместе с Абдуллахом поселяется в Старом Орхее, в этом новом городе, который, как было принято в столице, называется Ал-Махруса, то есть эпитет, переводимый на русский язык «богоспасаемый», эпитет, характерный для столиц. И, конечно, Мамай вряд ли собирался здесь отсиживаться. Его идея была в том, чтобы, создав здесь себе определенный плацдарм, затем захватить вновь и подчинить себе всю Золотую Орду. Собственно, это в значительной мере происходит. Правда, кончилось это провалом Мамая, который потерпел в 1380 году поражение на Куликовом поле от отрядов московского князя Дмитрия Донского и затем вскоре погиб. Пусть непродолжительный, но, безусловно, столичный статус нового города или Шехр-аль-Джадида во многом объясняет размах монументального строительства.
Глядя на руины мечети, ханаки, караван-сараев и бань, мы понимаем, что иными и не могли быть места, которые предстояло посетить самому хану Абдуллаху и не менее знаменитому его современнику и регенту Мамаю. Тем не менее, вопросы остаются. Но почему в середине XIV века монголо-татарские ханы на дальних, западных, безлюдных пределах своей империи ни с того ни с сего начинают строить города? Почему они сюда переносят свою столицу? Причина была не просто уважительная или веская, причина была чудовищная. Ответ на этот вопрос был найден профессором Высшей антропологической школы Николаем Русевым. XIV век – это время не только исторических катаклизмов, это время радикального изменения климата, похолодания, вызвавшего цепь катастроф от наступления малого ледникового периода до самого тяжелого испытания в истории средневековой цивилизации. Я в свое время пытался найти ключи к этой загадке, и меня поразило, когда я изучал монеты, что эти монеты все ложатся в очень узкий хронологический период. Я уже упоминал это. Начало 50-х годов XIV века. Что же могло произойти в это время? И ответ я нашел довольно быстро. В летописях, в русских летописях, в арабских и в европейских источниках. В это время весь Старый Свет, и азиатские земли, и европейские, и африканские, североафриканские, поразила пандемия чумы, в результате которой погибли миллионы человек, в ряде случаев до половины населения, а некоторые города полностью вымерли. Естественно, что такое потрясение должно было как-то сказаться на социальном облике тех территорий, где прокатилось это чумное бедствие. Сведения историков того времени однозначны. Никакого спасения не было, кроме бегства. Правда, некоторые не успевали убежать. Вернее, они убегали, но вместе с бациллами чумы, распространяя болезнь дальше. Но все-таки часть людей не уносила заразу. И вот мне пришло в голову, а потом я это пытался обосновать, что появление золотоордынских городов за пределами степи, уже фактически в Кодрах, в Молдавии, вероятно, связано с этой заразой. Бежало население, причем население городов. Возможно, что население крупных городов и, может быть, даже население столичных городов. Именно это население, убегая оттуда, сейчас трудно сказать, какую роль в этом играли правители, какова была роль хана, например. Но так или иначе, это население знало, что надо делать на новом месте. И они фактически изначально создавали здесь город. Это не было такое постепенное длительное развитие от села к городу. Это был город, который был перенесен. Один из моих коллег, живущих в Румынии, высказался, что они монеты оттуда перевезли на телегах. Ну, на телегах или нет, это трудно сегодня сказать. Но вопрос заключается в том, что, безусловно, это не было такое постепенное распространение торговли. Это был действительно перенос. Но перенос в силу тех трагических обстоятельств, которые сложились. Более того, мы видим, что движение это охватывает всю Золотую Орду, и источники это подтверждают. Население бежало. И даже если допустить, что половина из него смерть догнала, то половина, по крайней мере, спаслась. И вот одним из спасительных мест оказались Кодры и примыкающие к ней территория, которая уходила
Карпатам и за Карпаты, очерчивая определенные районы, до того не затронутые цивилизации. Мы не знаем, что именно тут случилось в начале 70-х годов XIV века. Но новый город, или Шехр-аль-Джадид, гибнет. Стало ли это итогом распространения на эти территории власти только-только добившегося независимости от Венгрии молодого Молдавского княжества, конфликта с пограничным Великим княжеством Литовским или печальным финалом интриг в самой Золотой Орде? Но так или иначе, монголо-татарское наследие будет ощущаться в молдавской культуре еще столетия, и об этом можно довольно много рассказывать. Спустя 70 лет после гибели Шехр-аль-Джадида, в середине 15 века, во времена правления молдавского господаря Стефана Великого, на руинах золотоордынского города строится небольшая крепость – Архей. Но в ее культуре практически незаметны следы прежнего монументального размаха и величия. Каменная цитадель, вокруг жилища горожан, военнослуживого населения и ремесленников. Архей – это в первую очередь крепость. Крепость, игравшая важную роль в защите восточных рубежей молдавского государства от кинжальных ударов Крымского ханства. Многие важнейшие архитектурные объекты того времени возводились из дерева, и лишь некоторые дошли до нашего времени, как вот эта небольшая каменная церковь. Эта церковь, исходя из архитектурных особенностей и результатов археологических изысканий, относится к 15-16 векам. На данный момент сказать более точно не представляется возможным. Она служила людям, которые жили в этом городе, но вполне возможно, где-то здесь есть остатки, еще не выявленные остатки более большой церкви. Она слишком мала для города такой значимости, каким представляется, исходя из исторических документов города Орхея. Несмотря на то, что крепость Архей довольно быстро превращалась в значительный городской центр, судьба ее была прервана трагическими событиями начала XVI века. Мы знаем, что крепость Архей гибнет, и примерно догадываемся, по какой причине. Молдавский летописец пишет о вторжении в молдавское княжество татар крымского хана Бетигерея, которые грабили страну от Архея до Дорохоя и по пруту вверх. Случилось это в 1510 году. И с этого времени действительно навсегда городская жизнь прекращает свое существование в этом удивительном месте. И примерно с этого времени начинает свое причудливое движение от столетия к столетию предание об Архее, о старом Архее. В каком-то смысле этому способствовало то, что сама жизнь на этих скалистых обрывах Реута не останавливалась, а приобретала иной, достаточно своеобразный облик. И дело не только в обилии близлежащих сельских поселений, доживших до нашего времени. В обрывах и кручах выпиливаются и высекаются христианские обители, монастыри, возможно, начавшие свою историю еще во времена Шехр-аль-Джадида, но просуществовавшие с отдельными перерывами до середины XVIII века. Это один из них, так называемый монастырь Босия. На территории Молдавского княжества, средневекового Молдавского княжества, есть несколько таких серьезных мест расположения скальных обителей. Это Карпатский регион и Днестровский регион. Соответственно, мы сейчас находимся в Днестровском регионе, в одном из самых интересных сохранившихся монастырей, скальных монастырей Поднестровья. Это Бутученский скальный монастырь. Чем отличается этот монастырь от других? Во-первых, своими изумительными надписями. Ни в одном другом монастыре нет стольких прекрасно выполненных надписей. Тут явно видны как минимум 3 строительных периода. Последний он относится к 1665 году, когда он был обновлен Босием Перколабом Орхейским. Вот, соответственно, относится к этой надписи. Но мы видим, что данная надпись, она выполнена в нише, для того, чтобы стереть более древние надписи, которые мешали новому ктитору выставить
на всеобщее обозрение свое деяние. Вызывает, конечно, изумление, что многочисленные современные вандалы и резчики по камню не отважились поднять руку на монастырские скальные надписи 400-летней давности. Данная надпись выполнена в нише, как я говорил, на геральдическом картуше. Сверху графская корона. И звучит так. «Сей монастырь, раб Божий Босий, Пырколап, то есть градоправитель Орхеевский, соверши с подружием и чади своими за отпущение грехов своих». Год 1665 год. Кажется, нет более известного места в Молдавии, чем Старый Орхей. Но даже этот краткий и беглый рассказ об этом самом месте наверняка вызовет и сомнения, и смятение, и бесчисленный список вопросов. Вопросов не только к археологической науке, по-своему избавляющей нашу память от бесчисленных травм исторической амнезии, но вопросов к самим себе. Кто мы? Наследником чего являемся? Какова наша историческая миссия? Где пространственные границы того, что мы столь эмоционально и порой слишком уж категорично считаем своим родным и исконным? Если вы считаете, что давным-давно знаете ответы на эти вопросы, если вы убеждены в нерушимости и вечности исторических границ вашей памяти, приезжайте сюда, к скалистым берегам Реута. Тут ваши нерушимые представления подвергнутся самому беспощадному испытанию. Тут, в новом городе, Старом Орхее.